Здравствуйте, дорогие друзья! Что грядущая неделя готовит? Что грядущая неделя в себе таит? Расклад очень глубокий. Что она в себе таит? По центру это снятие покровов, снятие масок. Это выход на уровень, когда и ты, и, соответственно, то окружение, в котором ты находишься, проявляет свое истинное обличие. Это тоже очень такой неоднозначный момент. Если ты желаешь, чтобы к тебе были честны и откровенны, тогда ты, в свою очередь, должен первым делом перестать обманывать самого себя, начать называть вещи своими именами. Это самое то время, то есть подготовка была, информация давалась, время наступило начать это делать. И вот здесь вот, да, однозначно показывают, что тебя обманывают в твоей жизни, в общем-то, все скрыто под вот такой вот маской, да, но и ты, да, обманываться рад. То есть ты сам находишься глубоко в шлеме, ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не хочу знать. То есть сам рад обманываться, да? Не все, вполне возможно, не все. Опять-таки здесь у нас общий расклад, и все абсолютно разные. Поэтому, желая привнести в свою жизнь прозрачность, чистоту, ясность, когда тебе все ясно, да, начинай с себя. Начинай с себя и переставай себя обманывать, переставай оправдывать других, переставай давать какие-то придуманные описания тому, что, в общем-то, этим не является. Через это вам будет открываться тайна, через это будет идти исцеление. Исцеление будет идти очень ускоренным темпом. Вот это исцеление, раскрытие твоей внутренней мудрости, которая скрыта в тебе. Получение знаний. Если мы берем плоскость, то здесь в прямом смысле кто-то начнет чему-то учиться, что-то изучать, во что-то начнет вникать, погружаться. И это опять-таки ведет к исцелению. То есть смотрите, здесь показывают многоуровневый процесс. Когда ты ставишь для себя в своей жизни определенный параметр. Я хочу ясности, я хочу чистоты, прозрачности, честности, открытости. И ты начинаешь с себя. И когда ты начинаешь это с себя, твое исцеление начинает идти более масштабным темпом. Когда у тебя вот эти шоры уходят, для тебя приоткрывается завеса чего-то интересного, того, что у тебя раскрывается, то, что было скрыто под этим пологом, то, что было скрыто под этим покровом лжи, да, все тайное становится явным, и тебе это интересно. Ты погружаешься в некое изучение, да, вот смотри, вот здесь вот показывают марионетку. Правда, чистота, она освобождает. Главное, смело смотреть ей в лицо, а не убегать, не желать быть, опять-таки, в скафандре, да? И что по итогу? Здесь идет перерождение. Это не именно эта неделя. Опять-таки показывают
несколько уровней, да, я вижу. И для каждого это будет, в общем-то, в своем таком, как бы, масштабе. У кого-то в прямом смысле, как бы, окончание перерождения, грядущая неделя даст. У кого-то это только зачаточный, как бы, момент. У всех абсолютно по-разному. Но это однозначно, как бы, идет к исцелению, обретению тобой твоей естественной силы. И вот эти карты, они показывают, что, опять-таки, да, вот через хитрость, через навязывание ложных стереотипов, ценностей, ты, в общем-то, тебя посадили на некую привязь. Тобой манипулируют, тобой пользуются, тобой играются. Но ты всегда волен освободиться. Всегда волен освободиться, посмотрев правде в глаза, расставив для себя приоритеты и начать с себя. Что если этот человек врет, значит, я говорю, что этот человек врет. Если белое называют черным, а я говорю, нет, это белое. То есть белое есть белое, оно не черное, оно не серо-буро-пошкарябанное. Оно не как бы там черное, оно белое. И так во всем. С этого наступает момент ясности. И это ведет тебя и к удаче твоей потерянной, да, то есть здесь у нас клевер и выпадает, через это, короче, у тебя раскрывается твоя естественная удача, успех, сила и здоровье, мне говорят, то есть исцеление, да, все-таки оздоровление. И для тебя открываются истинные твои соратники, истинные твои друзья, родные, единомышленники. В общем, здесь у тебя на эту твою очищенную энергию естественным образом приходят, в общем-то, нужные те люди. Почему-то говорят еще вот это посмотреть. Ну, дальше будет расклад, опять-таки, на звездные пары. Но почему-то в этом хотят. Идет неадекватное, искаженное восприятие ценного для вас человека. Так, я не ожидала, что настолько сложную историю расскажут в столь простом, как бы, раскладе. Но, видно, кому-то нужно именно, как бы, в этом видео это услышать. Здесь говорится о запутанности. То есть тот, кто будет смотреть, это не для всех, это для, как бы, у вас идет неадекватное восприятие человека, который уже появился в вашем пространстве, в вашей жизни. Вы убегаете, вы боитесь, и вы думаете, что это ваши фантазии, что это ваши
ну, что это какая-то шизофрения, да, то есть, что с вами что-то не так. На самом деле, это воздействие, оказанное на вас, это как раз-таки тот момент, когда пары просто-напросто как бы разворачивают и убирают друг от друга. Это тот момент, когда искусственно накладывается, во-первых, меняется судьба, звезды как бы их раскидывают по разным сторонам, по разным веткам, и плюс к этому ставят дополнительные программы, чтобы даже если они вдруг как бы увидят друг друга или каким-то образом они столкнутся, чтобы их ну, воротило друг от друга, чтобы они просто не видели. Здесь вот про эту ситуацию. И что вам нужно сделать? Все очень просто. 12 подвигов Геракла. Но я не к этому. Вам нужно поверить и допустить мысль, что это не шизофрения, что вам не кажется, что вам необходимо доверять как раз-таки своим чувствам, своему ощущению. И здесь еще говорят, что помощь близка. То есть ты должен как бы увидеть истинный свет. Тебя пытаются заставить как бы внешние вот эти вот программы поверить в то, что это иллюзия, что с тобой у тебя с головой не все в порядке, что такого быть не может, да, что ты там себе что-то нафантазировал, напридумывал. Но на самом деле это не так. Не знаю, кому-то захочется написать, напишите. Есть среди вас такие, нет?